Добрый день! Сегодня я хочу показать, как набирать петли итальянским способом. Я считаю, что этот набор является лучшим для резинки 1 на 1. Он абсолютно лишен недостатков. Выглядит очень аккуратно, замечательно растягивается, а также он имеет еще одно преимущество перед другими способами. Это то, что он является двусторонним. Посмотрите, петли с одной стороны выглядят совершенно так же, как и петли с другой стороны. То есть создается впечатление, что они просто переходят на другую сторону. Изделия, в которых используется такой набор, выглядят очень профессионально и имеют законченный вид. Давайте теперь я покажу, как набирать петли итальянским способом. Для такого набора я рекомендую взять прямые спицы на пол размера меньше, чем те, которыми мы планируем вязать резинку. Здесь я акцентирую внимание именно на прямых спицах. Берите прямые спицы, это намного упростит вам работу. Потом вы перейдете на те спицы, которыми вы хотите вязать дальше. Это могут быть круговые, чулочные или любые другие. Сначала нам нужно отмерить необходимое количество нити для этого набора. Обычно длина нити должна быть примерно в 3 раза больше, чем длина наборного края. Перебросьте нить через указательный и большой палец, а здесь зажмите ее в кулак. То есть мы держим нить так же, как и при обычном классическом наборе петель. Для первой петли мы должны завести спицу слева направо и просто ее повернуть. То есть таким образом мы создали первую петлю, первую лицевую петлю. Дальше мы будем чередовать изнаночные и лицевые петли. Первая петля у нас лицевая, значит следующая будет изнаночная. Для этого мы заводим спицу под нить с указательного пальца и затем огибаем нить с большого пальца и перекручиваем их. Посмотрите, у нас получился здесь такой же узелок, как обычно на изнаночных петлях, то есть это петля изнаночная. Чтобы набрать лицевую петлю, мы делаем движение, которое очень похоже на то, как мы провязываем лицевую петлю. То есть мы делаем вот так и получаем лицевую петлю. Показываю еще раз. Для изнаночной петли заводим спицу под нить через верх и вот опять у нас изнаночная петля. Для лицевой мы просто делаем движение, как будто мы вяжем лицевую петлю. Сейчас покажу быстрее. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Сейчас я хочу сделать небольшое отступление. Например, вы набирали петли и потом отвлеклись и стоите вот в этом месте и не знаете, какую следующую петлю нужно набрать. Я вам дам один совет. Вот посмотрите на этот образец. Здесь у нас резинка 1 на 1. На первом плане у нас лицевые петли, сзади у нас находятся изнаночные. И здесь получается примерно то же самое. Большой палец, этот палец, который ближе к нам, отвечает за лицевые петли. Указательный палец
который находится дальше, отвечает за изнаночные петли. То есть вы посмотрели, вот эта петля не имеет бугорка, значит, эта последняя петля была лицевой. И теперь вам нужно набрать изнаночную. Мы помним, что за изнаночные петли у нас отвечает тот палец, который находится дальше, так же, как и дальше находятся изнаночные петли. Поэтому вы делаете вот такое движение. Здесь у нас изнаночная петля, это хорошо видно. И теперь мы должны набрать лицевую. Лицевые петли – это палец, который ближе к нам. И мы набираем лицевую петлю. Вот таким образом, чередуя эти петли, мы набираем необходимое нам количество петель. А сколько это петель должно быть? Почти всегда количество петель должно быть нечетное. Для того, чтобы петли были симметричные, крайние, а если вы вяжете по кругу, то эта дополнительная петля тоже будет служить вам для замыкания петель в круг. Поэтому чаще всего, почти всегда мы набираем нечетное количество петель. После того, как вы набрали необходимое количество петель, давайте посмотрим. У меня первая петля после кромочной была изнаночная. Здесь у меня лицевая. Значит, я наберу еще изнаночную и кромочную. Для кромочной я просто набираю петлю классическим способом для того, чтобы зафиксировать этот наборный ряд, и он не распустился. Теперь вы можете отложить на какое-то время его и продолжить тогда, когда вам это нужно. Не нужно будет держать все время эти петли. Теперь у нас есть два варианта, как вязать дальше. Первый вариант – это вы просто вяжете резинкой 1 на 1. Вот у меня на этом образце петли связаны сразу резинкой 1 на 1. Вот, посмотрите. Выглядит тоже замечательно, очень хорошо растягивается. Но чаще всего используется способ, при котором первых два ряда провязываются полой резинкой. Что это дает? Край получается более упругий. Сейчас я покажу, как они выглядят вместе. Они, конечно, очень похожи, но все-таки различия видны. То есть здесь вы видите дополнительно нити, которые дают упругость. Но если у вас очень упругая нить, которая хорошо держит резинку, и этот край не имеет какой-то большой нагрузки, вы вполне можете сразу вязать резинкой 1 на 1. Мне кажется, выглядит он даже более интересно. Но если у вас нагрузка на край большая, то я рекомендую провязать 2 ряда полой резинкой. А в каких-то случаях это может быть 4 ряда. Например, если вы вяжете шапку без отворота и хотите, чтобы этот край был упругий и не сильно растягивался впоследствии. Я сейчас покажу вам, как поступать при полой резинке. Первую петлю мы провязываем тем способом, каким обычно провязываем кромочную. Допустим, это будет лицевая петля. Провязывайте тем способом, которым вы пользуетесь. Дальше давайте посмотрим на эту петлю. Это явно лицевая петля, но она перевернута. То есть стенка, которая нам нужна, она находится сзади. Значит, мы провяжем ее лицевой за заднюю стенку. Изнаночные петли мы будем снимать нить перед работой. Причем
Нить должна свободно лежать, не нужно ее вот так сильно затягивать. Просто свободно положите ее и дальше провяжите лицевую петлю за заднюю стенку. Изнаночные мы снимаем нить перед работой, лицевые провязываем за заднюю стенку. И так мы вяжем до конца ряда. Здесь я хотела бы сказать, что лицевые за заднюю стенку мы провязываем только в первом ряду. Дальше они у нас уже будут лежать как обычно. Я довязываю ряд до конца. Последняя петля у меня кромочная. Я провязываю тем способом, которым буду пользоваться. Например, изнаночной. Это не важно. Провязывайте так, как вы делаете обычно. Первый ряд. Второй ряд мы повторяем то же самое. Первую петлю кромочную снимаем. И теперь у нас изнаночная петля. Мы ее также снимаем нить перед работой. Лицевую петлю мы провязываем. Видите? Это лицевая петля. Здесь у нас бугорки. Изнаночную снимаем. Лицевую провязываем. То есть первый и второй ряд у нас вяжутся одинаково. Изнаночные петли мы снимаем нить перед работой. Повторяю, нить не затягивайте. Лицевые петли мы просто провязываем. Давайте я провяжу пару рядов, чтобы показать, как это будет выглядеть. То есть с третьего ряда мы начинаем вязать резинку 1 на 1. И вот именно в третьем ряду мы должны поменять спицы на те, которыми мы вяжем резинку. То есть если мы набирали петли на спице номер 3, то здесь мы уже перейдем на спицы номер 3,5. Провяжу еще один ряд и покажу, что у нас получилось. В каких-то случаях вы можете использовать спицы меньше на номер, на 1 номер, если вы хотите, чтобы край был очень плотный. Или пряжа у вас очень сильно растягивается, не держит резинки. Вот смотрите, вот у нас получился такой край. И еще я хочу показать вам, как замыкать в круг такой набор. Значит, вот на этих петлях я провязала 2 ряда полой резинки. Вот я довязываю первый ряд полой резинки. То есть в случае кругового вязания вы точно так набираете петли на прямые спицы. Затем вы можете уже переходить на любые спицы. Провязываете 2 ряда полой резинкой. И вот во втором ряду последние петли, вот я их провяжу, лицевая, снимаю нить перед работой, лицевая и снимаю нить перед работой. У меня осталась последняя петля. И теперь я буду замыкать вязание в круг. Для этого я эту петлю сниму и первую петлю я провязываю лицевой. Вы помните, что у нас первая петля была лицевая. И теперь я набрасываю снятую петлю на лицевую и подтягиваю нить. Дальше я начинаю вязать резинкой 1 на 1, так как мы и планировали. Сейчас я покажу, какой получился у нас
стык. Вот посмотрите. Вот эту ниточку вы потом спрячете, и у вас почти незаметно место стыка. Таким способом, потому что вы можете подтянуть эту нить. Ну, а на сегодня это все, о чем я сегодня хотела рассказать. До свидания. Вяжите с удовольствием.